Все видели громкие обещания. Пассивный доход без всяких усилий. 300 тысяч рублей в месяц, можно 3 миллиона, у кого как фантазия работает. Давайте честно, у кого из вас не мелькала мысль о том, что вот сейчас накоплю денег, положу их в банк, буду жить на проценты, и все будет прекрасно. И это уже в 35 лет. Сегодня я буду достаточно злым и приземленным. Разберу сегодня, что такое пассивный доход, что такое жить на проценты и как на самом деле это работает. И почему в 99% случаев это либо миф, либо дорогая иллюзия, либо отличный маркетинг. Смотрите до конца, потому что в финале я дам конкретный план, что делать обычному человеку с реальными доходами. Что такое деньги и почему лежать и получать доход, оно не работает. Начнем с базовой мысли. Она очень непопулярная. Деньги — это всегда плата за что-то. За ваше время, за голову, за риск, за компетенции, за капитал. Работа по найму. Вам платят за ваше время и компетенции. Бизнес — это то, что вы собрали людей, привлекли капитал, понесли риски, реализовались успешно, и только потом вы получили деньги. Инвестиции. Вам платят за то, что вы дали вашими деньгами попользоваться другим людям. Теперь давайте ответим на вопрос. Если вы не несете рисков, не обладаете компетенциями, не собираете коллектив и не придумаете какую-то бизнес-идею, кто и почему вам будет платить деньги? Отсюда первая мысль, которая многим не понравится. Настоящий пассивный доход – это тот доход, который вы получили за уже проделанную работу. Вы уже получили какой-то капитал, вы уже получили какую-то экспертизу, и вы знаете, куда его вложить. Но это все произошло раньше, до этого, до настоящего момента. Самое главное, что вот этот накопленный капитал, он же не пришел к вам просто так. Такое бывает, но очень-очень редко. То есть вы либо его заработали, когда работали по найму, либо это был какой-то часть бизнеса, либо это были удачные вложения, либо это был гонорар за что-то. Но опять-таки это все не происходило без усилий. Никогда такого не бывает. А наследство от бабушки? Это то исключение, которое подтверждает правило. Есть исследование, оно достаточно популярное, оно называется From a Short Sliver to a Short Sliver. И это исследование проводилось, если не ошибаюсь, в 2011 году Forbes, относительно того, что в третьем поколении абсолютное большинство тех, кто когда-то обладал громадными наследствами, они эти наследства проматывают. То есть они не бизнесмены, они не понимают, как его вкладывать, и они как раз и живут по принципу того, что у нас есть пассивный доход, вот все прекрасно. Другой момент, что они живут не в соответствии тем доходам, которые они получают, там, вкладывая, допустим, то, что заработали их деды и отцы, а они просто живут с одной стороны на процент, с другой стороны говорят, так, у меня же 100 миллионов есть, ну, эти 100 миллионов приносят мне 5, но жить я буду на 10 в год. Да? Ну и, в общем-то, просто простые законы арифметики говорят, что такая ситуация когда-то закончится. Поэтому все, что продается под лозунгом «ничего не делай, никуда не смотри, ни в чем не разбирайся», получай 30% годовых, это не про инвестиции, это про эффективный маркетинг. Миф номер 2. Допустим, есть условно 10 миллионов рублей. Положу их под проценты, буду жить на эти проценты, буду жить строго в соответствии с доходами, и мне этого хватит, все будет прекрасно. Теперь разбираем, исходя из существующих реалий. Допустим, 10 миллионов рублей, допустим, это 12 или 14% годовых, даже возьмем 14, это 1,4 миллиона рублей. Вроде бы все классно, и можно на них жить, можно там на 100 тысяч рублей что-то снимать, либо платить какой-то кредит, на 100 тысяч жить, это вот, те суммы, которые в среднем по России, наверное, могут звучать как достаточные. При этом есть такая штука, как инфляция. Это рост цен, который каждый год обесценивает те средства, которые вы держите в сбережениях. Допустим, у вас инфляция условные 8%. Это значит, что вы, конечно же, заработали 14%, но в реальности на все те же самые продукты и услуги, которые вы покупаете, вы потратите на 8% больше в конце года, чем если вы тратили бы в начале. То есть это значит, что ваши деньги всегда обесцениваются. И на самом деле практически никогда не бывает ситуации, когда простой депозит, который, в общем, ты положил деньги в банк, забыл про них на год, получаешь только проценты, с телом депозита ничего не трогаешь. Практически никогда, ни в какой экономике мира не случается ситуации, что реальная процентная ставка, это значит номинальная ставка минус инфляция, она вообще хоть как-то сильно отличается от нуля. То есть она, как правило, там 1-2%. Это значит, что в реальности вы, как правило, зарабатываете 1-2%, потому что ваши деньги всегда обесцениваются. Соответственно, в долгосрочном периоде, если не работать, если не пополнять капитал, если не пополнять депозит, а просто жить на проценты и доход, который вроде как действительно, это не 60% годовых, не 30%, и даже вот по нынешним меркам не 20%. Это вроде как банк дает, и банк действительно обладает известной степенью устойчивости. Это уже подтверждалось неоднократно во время многих кризисов. Банковскую систему всегда и все власти будут спасать, потому что это как кровеносная система в организме, так банковская для любой экономики. Но что получим? Получим то, что, опять-таки, в лонгран эта игра вообще ни к чему не приведет, она приведет только к потерям. Очень правильное сравнение. Смотрите, допустим, вы положили 10 миллионов в депозит в банк, и вы получили 1,4 миллиона.
Так вот, вы считаете, что вы стали богаче на 1,4 миллиона. А на самом деле это не так. В этих 1,4 миллиона значительная доля инфляции. То есть, условно, если мы принимаем, что инфляция, допустим, 8%, это значит, что 800 тысяч – это просто ваша компенсация от банка за то, что цены выросли. То есть, реально сильно богаче вы не стали. Очень простая штука вот про инфляцию, это очень хорошее объяснение. Вы положили 10 миллионов, вы их кладете в начале года. А, допустим, проценты и телодепозит вы получаете в конце года. Но в конце года у вас прошел целый год, в течение которого цены росли. И они вырастают вот на условные 8%, допустим. Это у нас плюс-минус соответствует официальной статистике. Это значит, что стоимость ваших денег, она упала на 8%. То есть, по факту, у вас 800 тысяч из этих 10 миллионов забрали. Вы сможете купить товаров и услуг на 800 тысяч меньше. То есть, вы, конечно, вы считаете, что, смотрите, так у меня уже было 10 миллионов плюс 1,4. А по факту у вас и проценты, и само тело депозита, оно обесценилось. И вот эта доходность, она не в одной нормальной экономике, потому что эта доходность, по сути, безрисковая. То есть банки всегда защищены, они достаточно жестко соблюдают нормативы. Правительство всегда следит, чтобы финансовые учреждения не банкротились, потому что это создает коллапс доверия, это реально подрывает систему распределения ресурсов внутри экономики. Ну, то есть последствия слишком ужасны, чтобы позволить и допустить такое. Следующий миф. 30-60% годовых без риска. Это любимая песня модных бизнесменов, а также инвесторов в крипту, алготрейдинг и модную недвижимость где-то на краю земли. Это то, что очень часто можно услышать, и то, что очень часто предлагается для того, чтобы завлечь клиента. Это только про маркетинг. Вспомним всегда, у нас есть та ставка, под которую банк возьмет депозит. Банк — это условно плюс-минус низкий риск. И если это крупный банк или банк с госучастием в любой стране мира, это всегда тот ориентир, который вы получите без рисков. Опять-таки подчеркну, мы же говорили в предыдущем пункте, это номинальная ставка. Номинальная. То есть от этой ставки нужно еще отнять инфляцию. Вот это то, что вы реально в состоянии получить без сильных рисков. Например, тот же рынок облигаций, там вроде как тоже те же банки выпускают облигации и вроде как тоже берут на себя обязательство вернуть эти деньги. Но пока они эти деньги не вернули, рыночный курс облигаций, он имеет свойство быть подверженным колебанию. Что это значит? Что у вас вот так вот, как цена облигаций ходит, в конце, да, если все будет окей, вам вернут 100% плюс проценты. Но в моменте, допустим, вышла какая-то новость. У нас сейчас вот мы живем в мире апокалиптических новостей. То есть типа караул, земля разверзлась, тут военный конфликт, тут кто-то по кому-то нанес удар, тут у нас курс в какие-то небеса улетел или наоборот упал. В таких условиях это дополнительные риски, которые нужно понимать, которые нужно осознанно брать на себя, если вы приняли решение их брать. И только тогда вы сможете зарабатывать экстра доход. Это вот следующий шаг за депозитами. Никогда и нигде без рисков, без анализа ситуации, без вложения ваших ресурсов, будь то финансовые или аналитические, нигде не будет дополнительного дохода. Самое важное. Скорее всего, когда мы говорят про 30-60%, либо это просто маркетинг, либо там есть скрытые риски, про которые вам информацию не раскрывают и не доносят. Я работаю с рисковыми активами достаточно давно. Я знаю, что это такое. С одной стороны, доходности действительно бывают зашкаливающими. С другой стороны, реально можно потерять все. И вот при таком подходе очень мало человек согласится на доходность в 30, а то 60. В целом, богатые люди всегда склонны скорее сохранить и чуть-чуть заработать от инфляции, чем бросаться в 30-60% без анализа ситуации и без принятия рисков. Есть еще один миф. Это вообще священный грааль пассивного дохода – недвижимость. Куплю квартиру за 10 миллионов, буду сдавать, жить на аренду, жизнь удалась. Первое. Есть размер инвестиций. Этот размер достаточно большой, то есть это порог входа. Если там условную облигацию или депозит вы можете просто положить 100 тысяч, а можете положить миллион, условная недвижимость, она начинается от какого-то порога. Мы, допустим, мы даже не берем крупные города, мы берем города-миллионники, это там все равно 10 миллионов. Это порог входа для того, чтобы зайти. Это первый момент. Второй момент – это ликвидность. Можно быстро купить недвижимость, а быстро продать – это всегда вопрос. Это не то, что вы выйдете из актива, из депозита, либо из какого-то финансового актива по кнопке. Вы просто продали, есть рынок, есть цена, просто цена предложения, она прозрачно публикуется, контролируется, и все прекрасно. Нет, вам придется идти на рынок недвижимости, а там такого регулирования нет, и ликвидности в разы меньше. То есть даже какой-то супер классный объект придется продавать достаточно долго. Это если мы говорим про продажу. Теперь про всякие риски. Наверняка вы сдали квартиру,
А потом выяснилось, что они съезжать не хотят, платить не хотят, какой-то устроили там шабаш и все перебили. Это вот все то, что придется решать вам, причем что характерно за свой счет. И при инвестициях в этот актив и при том, когда вас в этот актив завлекают, никто про это сильно не рассказывает и внимание не акцентирует. Да, еще вспомните про историю, например, в Сочи с коттеджами, которые никто не купил. Вспомните про обманутых дольщиков. Да, это же люди точно так же, там, возможно, с инвестиционными целями, возможно, для того, чтобы купить, вкладывали деньги. И это все эти риски, которые ассоциируются с этим классом активов. Да, большая работа проведена, она реализована и есть конкретные результаты по поводу регулирования этой сферы. Тем не менее, риски все равно остаются. Дальше доходность. Доходность по недвижке, по аренде, она не зашкаливающая. Если вы, конечно, что-то купили там за 50% стоимости, тут сразу вопрос, почему? И не стали ли вы жертвой мошенников, которые потом заберут у вас квартиру? У нас, кстати, будет на этот счет отдельное видео. То есть, почему вам вдруг что-то предложили с серьезным дисконтом? Дисконты на рынке бывают, найти их возможно, но вот какие-то дисконты из разряда там 50%, или даже 30%, это какая-то фантастика. Поэтому нужно ориентироваться на среднюю рыночную доходность, она достаточно небольшая, это там 5, 7, 10 оптимистично процентов годовых. И опять-таки, вы все равно несете кучу расходов, плюс у вас есть амортизация, есть капитальный ремонт, есть текущий ремонт. Это опять-таки все оплачиваете вы из вот этой вот доходности. И организовываете тоже вы. Четвертое, это уже бизнес. Если вы купили 10 квартир, начинаете их сдавать, это уже организация бизнеса. Это не есть пассивный доход, который не требует от вас приложения усилий. Это не так. Это управляющая компания, страховки, клининг, поиск арендаторов, решение проблем с арендаторами. И это все X. Вот сколько у вас квартир, там 10 квартир, вот x10 относительно одной квартиры. Это достаточно серьезная нагрузка. И самое главное, вот здесь от противного. Видели ли вы какого-то крупного предпринимателя, который говорит: все, я продал, вот долго-долго работал, сделал актив, классно продал, а теперь я вот накуплю себе просто массу жилья на вторичном рынке, буду сдавать и в ус не дуть. Про такие случаи мне лично неизвестно. Если вам известно, напишите в комментариях. Смотрите, недвижка — это нормальный класс актива. Он обладает своими плюсами и минусами. Мы как-то разбирали тот факт, что недвижка, она, если нет какого-то катаклизма, она до нуля не подешевеет. Это очень здорово. Но это не безрисковый актив, это не магический банкомат. И самое главное, недвижка — это точно не 20% гарантированного безрискового дохода, когда вам не нужно напрягаться. Вы уже досмотрели до этого момента, и здесь произошло тотальное развенчание мифов. Как я обещал, в финале мы на самом деле не просто развенчаем мифы, а поговорим, а что делать обычному человеку. Вы дисциплинированы, у вас есть какой-то доход, и вы готовы инвестировать, но вот с учетом того, что прослушали в начале видео. Первое — это то, что нужно. Надо перестать верить в чудеса и зафиксировать реалистичную цель. Для чего обычно делаются сбережения, инвестиции? Чтобы, если что-то случится, финансовый кризис, болезнь, увольнение, они не сломали катастрофически вашу жизнь. Реальная возможность жить на процент от сбережений, ничего не делать, и этого будет хватать полностью, и это не будет съедаться инфляцией, или если даже съестся, то не в этом поколении. Вот эта опция доступна очень-очень маленькому проценту людей, и это исключительно крупный капитал. А вот иметь какой-то запас, иметь автономный доход и не быть зависимым от работодателя или там не висеть на шее у государства, опять-таки там, скорее всего, не будет сверхдоходов. Это будем реалистично. Вот это вполне реально. Шаг номер 2. Вам нужно 10-20% оставлять себе на сбережения. Это, в общем-то, макроэкономическая норма сбережений, средней температуры по больнице, условно говоря. И если у вас есть возможность, то есть это нужно смотреть от реальных возможностей. Если у вас не хватает на покрытие минимальных потребностей, про сбережения задумываться рано. Но вот как раз подавляющее большинство маркетологов вот этот эпизод, они перешагивают и говорят, что вот мы сейчас вам создадим, не переживайте, последний несите, все будет окей. Нет, последний нести не надо. Сначала кажется, что 10-20% это не очень большая сумма. Особенно если мы возьмем в координатах ежемесячного дохода. Но при этом, если это делать системно и дисциплинированно, за 5, 7, 10 лет, это вполне себе нормальная подушка безопасности. Плюс вспоминаем такую известную формулу, она не макроэкономическая, никакая выверенная. Деньги к деньгам. То есть у вас доход возможно получить только тогда, когда вы вкладываете средства. И эти средства достаточно значительны. То есть сделать вот из 100 рублей завтра 100, это на грани фантастики, либо это там ставка на черное и белое в казино. Там 50% вероятность, что можно потерять все. Кстати, поделитесь в комментариях, какой процент сбережений вы сейчас откладываете и откладываете ли вообще. Следующий шаг — это диверсификация. Это значит, что у вас должен быть портфель, который распределен по уровням риска. Что это значит? У нас есть там условно то, что мгновенная ликвидность. Вот у вас лежит часть сбережений, пускай она лежит даже в наличных. Вот она лежит в разных валютах. Второй момент — это депозиты. Третий момент — это облигации.
Четвертое, если хватает, это недвижимость. И пятое, какие-то рискованные активы. Это могут быть акции, это может быть крипта, тот же биткоин, это может быть золото, которое вот сейчас стрельнуло, и все на перегонки говорят, а я вот знал, я вложил. На данном этапе золото, например, новый тренд. Центробанки покупают, цена растет, все прекрасно, все думают, что это будет продолжаться бесконечно. Оно действительно имеет серьезную подпитку. Ну, например, роль золота еще там 2 года назад вполне себе играла крипта. И вот это распределение спокойное, не перетряхиваемое каждый день и не заставляющее вас беспокоиться о том, что ой, я вот купил дешево, а вот сейчас чуть выросло, надо продать. Или наоборот, я купил дорого, сейчас упало, все, караул. Нет, вот эта диверсификация и спокойный подход с анализом, и самое главное, с консультациями проверенных профессионалов, оно вполне себе даст долгосрочный нормальный результат. Здесь вполне себе можно обыграть инфляцию. Вывод простой. У инфобизнесменов, назовем их так, были десятилетия для того, чтобы нам навешать кучу лапши на уши по поводу супердоходности, возможностей и гигантских процентов. У нас нет этих десятилетий для экспериментов. У нас есть 1-2 года, а то и меньше, для того, чтобы перестать верить в чудеса, навести порядок в доходах, составить личный план и ему следовать. Дальше деньги будут работать, но это уже будет результат ваших решений, вашего анализа и дисциплины, а не сказочный, красочный и невероятный пассивный доход. Если вам тема зашла, поставьте лайк и приходите в телеграм-канал. В телеграм-канале есть самые актуальные и свежие новости с подробным разбором. С вами был Кирилл Кучинский. До встречи в новых выпусках.